Планета охвачена хаосом. Шторма, оползни, наводнения, и это только за один день. Смотрите обзор всех катаклизмов за последние сутки. Вы на канале «Горизонт событий», мы следим за тем, что другие не замечают. Мощный зимний шторм обрушился вчера на северное Нагорье Нового Южного Уэльса в Австралии, принеся рекордные снегопады в Армидейл и Гайру. В Гайре к полудню выпало до 15 сантиметров снега, а в некоторых местах от 40 до 50. В Армидейле зафиксировано 10-14 сантиметров снега, что стало самым значительным снегопадом с 1984 года. Шторм сопровождался сильным ветром, достигавшим скорости до 100 км в час. В результате непогоды около 200 автомобилей застряли на трассах из-за снега и льда. Закрыты участки дорог между Эбором, Армидейлом и Глениннесом. Более 27 500 домов и предприятий в районах от Максвелла до Армидейла и Уолчи остались без света из-за поваленных деревьев и поврежденных линий. Энергоснабжающая компания сообщила, что восстановление может занять сутки из-за продолжающейся непогоды. Служба чрезвычайных ситуаций Нового Южного Уэльса ответила на 745 вызовов за 24 часа, задействовав для помощи более 1000 волонтеров. Жителям в ближайшие несколько дней рекомендовано ограничить свои поездки. Экстремальная погода в Италии. Перевал Стельвия, расположенный в северных Альпах, оказался под покровом снега. Снегопад продолжался более часа, покрыв горные дороги и хижины слоем снега толщиной до 10-15 см. Видимость на трассе Стельвия сильно снизилась, в целях безопасности движения было временно приостановлено. Местные власти направили снегоуборочную технику для расчистки дорог. Это явление стало самым значительным летним снегопадом в регионе за последние десятилетия. Причиной его стал холодный фронт из Центральной Европы. В тот же день побережье Эмилии-Романьи, в частности курортный город Иджа-Марина, пострадал от мощного града. Градины размером до 3-4 см повредили автомобили, окна и сельскохозяйственные угодья. Улицы оказались завалены льдом, на дорогах возникли локальные подтопления. Местные жители описали бурю как неожиданную и разрушительную. Туристам, оказавшимся под открытым небом, срочно пришлось искать укрытие. Власти региона проводят оценку ущерба. Падуя, расположенная в регионе Венето, пережила сильный шторм с ливнями и порывами ветра скоростью до 100 км в час. Дождь, сопровождавшийся молниями, вызвал подтопление на улицах и повал деревьев. По данным местных СМИ, несколько зданий получили повреждения, в некоторых районах города были зафиксированы перебои с электричеством. Службы экстренного реагирования работают над устранением последствий стихии, ведется расчистка дорог от упавших веток и мусора. Вечером 2 августа небольшой, но мощный смерч прошел через Вьеза д'Артико в пригороде Венеции. Вихрь повредил несколько домов, сорвал крыши и повалил деревья. По предварительным данным, жертв удалось избежать, но местные жители сообщают о значительном материальном ущербе. В этой же провинции у побережья Сантта-Марины, курортного района Кьоджи, был замечен водяной смерч. Вихрь просуществовал около 15-20 минут и не вышел на сушу, поэтому обошлось без разрушений. Однако сильный шторм, сопровождавший явление, вызвал локальные подтопления в Кьоджи и Сантта-Марине из-за ливней и порывистого ветра. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными эти события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, происходило ли что-то подобное в вашем регионе. Эксплозивное извержение вулкана Крашенинникова началось вчера на Камчатке.
Вулкан выбросил пепел на высоту до 3-4 километров над уровнем моря. Это первое в истории извержение этого вулкана. По данным регионального МЧС, пепловый шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. На пути распространения пепла населенные пункты отсутствуют. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. По данным ученых, вулкан, находящийся на территории Кронского государственного биосферного заповедника, не был активен более 460 лет. Вулкан Крашенинникова относится к восточному вулканическому поясу и расположен примерно в 200 километров от Петропавловска-Камчатского. Лесные пожары продолжают бушевать в северных регионах Португалии, включая районы Арока, Понте-да-Барка и национальный парк Пенеда-Жериш. Пожары, начавшиеся в конце июля, уничтожили более 14 тысяч гектаров лесов и сельхозугодий. В Ароке огонь охватил 5183 гектара, в Понте-да-Барка – 4772 гектара. В национальном парке Пенеда-Жериш пламя приблизилось к деревням Сабреда и Парадела, заставив эвакуироваться десятки жителей. По данным властей, пострадали 19 человек, включая пожарных. В тушении задействовано свыше 2000 пожарных, 800 единиц техники и 12 самолетов. Испания, Италия, Франция и Греция направили 8 пожарных самолетов. Несмотря на усилия, сильный ветер и жара осложняют локализацию. Мощная буря с градом обрушилась на Шайен, столицу штата Вайоминг. Порывы ветра достигали 112 км в час. По данным Национальной метеослужбы, град размером до 7,6 см выпал в центре Шайенна и в 8 милях к юго-западу от Бернса. Град повредил автомобили, дома и деревья, особенно в центре города и на западе Шайенна. Точные оценки ущерба уточняются, но сообщается о тысячах пострадавших объектов недвижимости. Примечательно, что буря совпала с 40-летием разрушительного наводнения и града 1985 года в Шайенне, когда 152 мм осадков и град до 5 см в диаметре унесли 12 жизней и нанесли ущерб на $65 миллионов. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло вчера в Мексике. Эпицентр находился в 13 километров от Лакалулы в штате Оахака. Очаг залегал на глубине 74 километра. Толчки ощущались в Пуэбле и Мехико, в некоторых районах прошла эвакуация людей из зданий. В Оахаке в результате землетрясения произошло обрушение стены на туристическом маршруте, что привело к травме у одного человека. Значительных разрушений не зафиксировано. Власти проводят проверку инфраструктуры. Сильная гроза ударила вчера по Арзамасу вечером, принеся порывы ветра до 17 метров в секунду и град размером до 2-3 сантиметра. За несколько часов выпало до 30 мм осадков, что привело к перегрузке ливневой канализации. Улицы превратились в реки, низинные районы города оказались под водой. В результате непогоды потоплены 2 детских сада и более 100 домов и дворов. Сильный ветер сорвал и повредил крыши зданий, пострадали жилые дома и общественные объекты. В результате непогоды в Арзамасе и прилегающих районах возникли проблемы с электроснабжением. Сегодня экстренные и коммунальные службы работают над устранением последствий стихии. Мощный градовый шторм с ливнем и шквалистым ветром обрушился на Новосибирскую область вечером 2 августа, прервав авиационный фестиваль «Вива Авиа» на аэродроме Мачищи и вызвав разрушения в пригороде Пашино. В Пашино размеры градин достигали 2-3 см. Град повредил автомобили, окна домов и сельскохозяйственные посадки. Местные жители сообщили о подтоплениях улиц и дворов.
На дорогах возникли пробки. Мощный оползень произошел на строительной площадке гидроэлектростанции Вишнугад-Пипалкоте в районе Хиланг, в округе Чамали, в индийском штате Уттараханд. Огромные глыбы и грязь обрушились на площадку проекта на реке Алакнанда. Около 300 рабочих в этот момент находились на месте, из них 70 в зоне падения камней. По данным местных СМИ, 3 человека получили травмы и были доставлены в больницу Вишнугад в Пипалкоте. Серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано, но работы на объекте приостановлены. Проводится оценка безопасности объекта. Сильный пожар в штате Айдахо уничтожил около 10 926 гектаров растительности. Огонь вспыхнул во время плановой операции по обезвреживанию неразорвавшегося боеприпаса. После подрыва искры и высокая температура спровоцировали возгорание, которое быстро вышло из-под контроля из-за сильного ветра и сухих условий. Пожар охватил обширные территории, включая лесные массивы и прилегающие поля. Огонь повредил инфраструктуру полигона и создал угрозу для близлежащих районов. В тушении пожара задействованы сотни пожарных, авиация и тяжелая техника. Местные власти ввели ограничения на доступ к зоне полигона и усилили меры безопасности. Проводится расследование обстоятельств инцидента. Сильный шторм обрушился на коммуну Сенит в тунисской провинции Гавса. Мощные грозы, сопровождавшиеся крупным градом и порывистым ветром, нанесли удар по этому оазисному региону в центре Туниса. Градины размером до 5-7 см, а местами и крупнее, повредили сельскохозяйственные угодья, пострадали посевы и фруктовые сады, которые являются основой экономики региона. Порывистый ветер и ливни усугубили ситуацию, вызвав локальные подтопления. Повреждены крыши домов и автомобили. В некоторых районах из-за обрывов линий электропередачи временно пропало электроснабжение. Местные власти провинции Гавса направили бригады для оценки ущерба и помощи фермерам. На станции Ин Дальневосточной железной дороги в Смедовическом районе Еврейской автономной области 5 вагонов-цистерн с корабельным топливом сошли с путей, 2 из них опрокинулись. Инцидент привел к утечке топлива, а предварительный ущерб оценивается более чем в 1 миллион рублей. Причины схода вагонов уточняются, пострадавших в результате инцидента нет. Следственный комитет начал проверку по факту аварии. На месте работают специалисты для ликвидации последствий утечки и оценки экологического ущерба. Движение на участке временно приостановлено, задействованы восстановительные поезда. Мир продолжает меняться каждый день, и мы будем держать вас в курсе событий. Спасибо, что были с нами. Поддержите выпуск подпиской, и увидимся уже завтра.